Доброе утро. Ой, добрый день. Сегодня у нас более-менее тихо было, поэтому я даже, знаете, дежурила всю ночь, но все равно заснула под утро. Вот, и как-то... Я бы не сказала, что я выспалась. Мы позавтракали. Я где-то фруктовый чай, то, что в предыдущем влоге делала, он такой вкусный. Может, из-за него у меня и перестало горло болеть. Или это просто было на нервной почве. Фух. Сейчас сварила мундерку. Нам вчера повезло отхватить селедку в сельпо. Вот, поэтому сварила мундерку, пообедаем и, скорее всего, я еще лягу посплю, потому что надо спать. Я не знаю, как-то сном... Я бы не сказала, что перебиваю себе, знаете, как-то улучшаю самочувствие, настроение. Мне такие сны снятся. Сегодня снилось вообще, что Боинг сбили, и он упал к нам во двор. Сбили Боинг, и какие-то человечки с ружьем лазили, уничтожали всех тех, кто выжил в этом Боинге. Короче, какой-то бред. Вот. И я прям почувствовала, как дом зашатался, когда он падал. Только что опять бахнуло. И еще раз. На горизонте очень сильно слышно. Подошли они поближе, конечно, было вчера слышно еще больше ночью. Вот, и очень близко. Ну, а сейчас уже как-то потише. Видимо, всех убрали ненужных. Я вот так вот, я помыла голову несколько дней тому назад и сделала вот гофре, да, ну вот этой вот плойкой себе волны. Не потому что, чтобы быть красивой для настроения, а потому что я так могу 5 дней, 6 дней не мыть голову, реально. Она пересушивает волосы, конечно, но в то же время голова более-менее выглядит чистой. И краситься, понятное дело, никто уже не будет. Какая краска, это сейчас вообще не до этого. И найти ее очень сложно, кстати. Я вчера в сельпо была и видела, что на полке пару красок очень дорогих осталось. Все разобрали, раскупили. Также пытаюсь себя отвлекать. Вот, наверное, сегодня уже дорисую картину. Пионы, очень красивые оттенки, цвета. Вот тут это... Юру сейчас будем стричь, точнее я буду. Изучаем новую профессию. Да, новую профессию, кстати, я бы не против. Карина меня пострижет, а потом я ее. Нет. Да. Спасибо. Пострижем, я тебя постригу, Да. и пойдем мундирку есть. Да. Вот, картошка сейчас тоже на вес золота. Да. Вот, и Юрку хочу под расческу и ножницами. Машинки у нас нет, все никак не купим. Еще с карантина, помнишь, как карантин начался, мы все купим машинку, чтобы дома стричься. Вообще не до этого было. Ну все. Попробуем. Сейчас сниму до. Вот так вот до. До полная хрень. Ну и, ну, как бы, что тут У него смотреть так до. торчит тут вот с этой стороны. Да. О, Ева уже. Ева тоже хочет постричься. Ева, тебе тоже могу хвост Ой, подстричь, если что. Тоже хочешь, да? Вот. Потом после. Ну, вот так вот получилось. Юра как обиженный сидит. Ну, вроде неплохо. Слушайте, эти бока убрала. Ну, первый раз. Мне нравится. Так что все. Экономим дальше. Там лесенка. 2 лесенки. Они зато равномерные, Юр. Схожу, Да. а потом ты иди. Мы сейчас пойдем кушать. Ну, Она повернись, вот сейчас еще повернись вот так вот раз и еще другой стороной. Вот, вот 2 лесенки, они равномерные. Это как будто, знаешь, как модно выстригают. Да. Ну, это лучше, чем ничего, потому что никто не работает. Фу, хоть настроение подняло немножко. Своими волосиками. Такой у нас полутемный ужин, потому что мы свет стараемся не включать особо. У нас хорошая защита в подъезде, все равно селедочку достали. Знаете, мундирка всегда, и в плохие, и в хорошие времена, всегда считается каким-то блюдом, да, таким изысканным. Блин, Юля, я тебя очень хорошо подстригла. Вот шо, ну очень хорошо, мне нравится. Прекрасно. Не так уж это и страшно, как я говорю, не так страшен черт, как его рисуют. У нас вечер, сейчас пойду, я очень проголодалась, не знаю, ночью.
У нас уже 12 ночи. Сильно захотелось чего-то перекусить. И я сегодня приняла ванну с бомбочкой. Даже на это хватило сил. Такие большие уже. И даже с крабиком себе животик сделала. Маслом намазала, чтобы растяжек не было. Вот увлажнила кожу. Сделала шугаринг даже. Сегодня поухаживала за собой. Поэтому более-менее так вот выравнивается уже. В жизни хочется что-то делать для себя. И, наконец-то, я дорисовала картину. Все. Картина дорисована. Да, такое время. Слушайте, мало того, что в положении ее рисовала, так еще и во время войны. Вот. Мне она очень, кстати, нравится. Но на камере, я вам скажу, она выглядит, конечно, лучше, чем вот вживую. Ну, именно так вот видно, что, конечно, не супер-пупер. Как-то аккуратно я это делала, но все же. Теперь у меня есть книги, которые нужно читать. Вот эти вот книги я получила как раз перед этими всеми событиями, и я бы с удовольствием начала уже читать их именно в бумажном виде. У меня много книг, очень много я скачала в электронном виде. Вот это тоже для интереса можно почитать. Вот, начну. Обязательно. Мне скатерть нужно поменять, потому что это уже все не отмывается, оно постиралось уже. А хочу вам показать чай, очень вкусный, прям очень вкусный. Вот этот, он идет с мятой. Это, наверное, с ментолом. Ментол, перечная мята больше мне по вкусу и по запаху. И очень вкусный вот этот вот, прям бомба. Тут не ощущается вот первое, а очень ощущается лимонграсс. А я люблю все, что с лимонграссом. Косметика. Он как раз Гарниer выпускали хорошую серию именно с лимонграссом. Прям очень вкусный. Рекомендую попробовать. Буду пить чай, допивать. Хочу поговорить немножко с вами. Сегодня, знаете, утром было нанесено 30 ударов в Львовскую область, по-моему. И у меня вот, уже добираются до Западной. Я очень надеюсь, что это, было единоразово. У меня там очень много знакомых. И у меня Танюшка знакомая, подписчица, с которой мы давно очень сильно общаемся. Она в Ивано-Франковске. Там тоже было шумно. Я сильно переживаю. И, конечно, хочется, чтобы это все побыстрее закончилось, чтобы просто проснуться и тебе сказали, это все была шутка, это прикол, никто не погиб, это все фейк, чтобы вот так вот сказали. Вот. Или просто вот война закончена. И все, чтобы наладилось. Хотя уже мало что может наладиться. Вы знаете, очень жалко людей, которые вообще остались без жилья своего. Ирпень, Буча — это такие прекрасные города были. Мы там тоже рассматривали жилье. Сейчас мы теперь вообще не видим смысла покупать квартиру, дом, потому что там те села, где я рассматривала дома, они все снесены под ноль просто. Но только одни какие-то стены пооставались. Вот так вот купить, чтобы потом раз ее не стало. Нет, спасибо. Сейчас у нас тоже под вопросом по поводу квартиры. Конечно, мы будем просить хозяйку, чтобы жить как-то в долг, хотя бы в долг. Хотя я знаю, что многие они, хозяева, которые сдают сейчас на данный момент квартиры в Киеве, они просто не берут оплату за месяц. Я не знаю, согласится ли наша хозяйка, потому что она тоже за счет нашей оплаты за квартиру, она оплачивает дом, газ, свет. Вот, ей тоже нужно, мы прекрасно понимаем. Но, к сожалению, сейчас, на данный момент, мы остались без работы совершенно. То есть вообще ноль. Живем только на то, что вот было сэкономлено. Еще тоже, опять-таки, попытаюсь как-то на днях созвониться с депозита, вывести на карту, что не знаю, получится или нет, потому что депозит получается без досрочного розірвання, то есть, чисто на год, да, вот, и он еще не скоро пройдет, к сожалению. У нас есть знакомые, которые
И просто даже честно рассказывать, ну, нет никакого желания. А, Есть знакомые, которые выезжали, попадали под обстрелы. Это страшно, это очень страшно. Мы до последнего будем надеяться, то, что Киев, мы хоть на окраине живем, прям вообще, ну, край Киева. Вот. Что Киев все-таки не зайдут. А за другие города просто сердце кровью обливается, потому что я в Чернигов очень сильно хотела поехать. Юра там был неоднократно по работе. Прекрасный, красивый город. И тоже что они сделали. Ирпень, меня девочка звала в Ирпень, в парках погулять. Там очень красиво было. Буча тоже. Честно, я вообще не верю. Вот серьезно, я не верю. Мне до сих пор продолжают писать девочки по поводу того, что Карина, уезжай, на западную едь. Я никуда не поеду. Я еще раз скажу. Во-первых, почему я должна убегать? Во-вторых, вы не представляете, в моем сейчас вот у меня реально очень сложные месяца. Я не знаю, как будет следующий месяц, но я чувствую очень такую, знаете, тяжесть в плане, уже вес чувствую. Я каждые 15 минут хочу в туалет. Я, ну, физически просто никак не доеду. Плюс морально я буду в дороге себя убивать, то, что я бросила Юру. И по дороге я могу спокойно себе родить из-за нервов. Это даже 100%, ну 99,9%. Поэтому я сижу на жопе смирно, а зато под своим пледом сплю, понимаете, в своих стенах. Я спокойно с Юрой рядом. Вот, это раз. Во-вторых, сейчас на Западной Украине нереально что-то найти. Настолько, можно сказать, не то, что столько, можно сказать, все знакомые уехали на Западную Украину по Юриной работе. Мои знакомые, тоже девочки, которые жили в Киеве, я с ними общалась, они уехали. И там просто сейчас нереально найти жилье. А если и найдешь, то эта цена, конечно, я вам скажу сейчас, ну, знаете, за 57 тысяч на месяц снять квартиру однокомнатную в каком-то селе, грубо говоря, таких денег тоже нет. Это, ну, это нереально, просто нереально. Еще говорят, что там с продуктами проблема, потому что у нас тоже проблема, но очень много людей. Меня там никто не ждет, это раз. Во-вторых, я считаю, что вообще уезжать, выезжать из страны беженцами должны в первую очередь были те люди, которые реально потеряли дома. Ирпень, Буча, Харьков, Чернигов, Донецк, да, там вот это вот Мариуполь, вот та сторона, которая сейчас это все активно началось. В первую очередь они должны были выехать, но под этот шумок много выехало людей, которые могут себе позволить, понимаете, и с поводом типа, что вот без проблем пропускают, можно как-то закорениться там и остаться жить. У меня никогда не было во мне вот этой вот жилки, знаете, уехать в другую страну жить или как-то выехать со страны куда-то на заработки. У меня никогда такого в голове не было. Никогда. Поэтому мне спокойно там, где я есть. Вот. И если бы я хотела еще раньше, например, просто поездить или уехать, покинуть страну, мне кажется, чтобы я уже, наверное, на третий день уехала. Мне физически очень сейчас сложно, я об этом стараюсь не говорить, но на самом деле у меня вот еще, знаете, все, кто был беременный, думаю, вы понимаете, от того, как лежит ребенок, он может так как-то лечь, что я просто вообще не могу целый день ходить, чувствую эту тяжесть. Юра мне массаж делает, плюс у меня такая задышка началась, и желудок у меня изжога просто комком. Тоже, знаете, жаловаться сейчас на такое не очень красиво, но я сейчас себя чувствую просто супер беременной, и одной я никуда не поеду. Вот, одна я никуда не поеду, я не смогу физически просто переехать. Тем более, так как говорят, сколько стоят на границах. Я считаю, что этим всем должны пользоваться только те, кто непосредственно пострадал и потерял жилье. Так как у нас здесь более-менее тьфу-тьфу-тьфу тихо, я буду сидеть до последнего.
Я надеюсь, вы меня поймете. Конечно, вам просто написать: кидай все и едь, уезжай, но мне это совсем не просто. Я очень сильно морально и физически привязана к Юре. Он мне здесь и поможет, и поднесет что-то, и массаж поясницы сделает, и ну вообще просто без него, даже не в этом, там, не в этих массажах дело, без него морально я просто, я не смогу, вот серьезно. Вообще. Думаю, не я одна. Читаете ники бездомный.юа в Инстаграме, да, и он много разных боевых действий повидал в разных странах, и, конечно, он говорит, что столица это цель, да, но столицу буду защищать до последнего, поэтому до последнего я буду оставаться здесь. Если что-то прям вообще такое начнется, конечно, но потом уже будем по факту думать. Сейчас, ну, я вообще не вижу смысла, и у меня нет никакого желания. У меня было 2 дня такой период, знаете, когда я уже все собрала сумку. Сначала на западную собрала, сначала на Польшу собрала, потом на западную собрала сумку. И вот чуть-чуть бы, да, я уже морально была готова, но это как раз этап паники, страха, паники был. Я была готова морально уехать. Но мне, знаете, я вот говорила об этом, что я могу уехать, но сама себе не верила. И когда я уже все, мы договорились, я решила, что я все-таки остаюсь, у меня прямо так, фух, как камень, груз такой с меня сошел, и мне намного стало спокойней, уютней, и даже вот ребеночек себя чувствовать стал намного спокойнее и лучше. Вот, поэтому я нахожусь там, где мне хорошо. Мне не будет хорошо где-то там, где меня особо не ждут. Да, меня могут принять хорошо. Я не хочу быть беженкой, я не хочу получать отметку в паспорте за то, что я как бы, да, перешла в этот период, в это время границу. Я не хочу быть среди толпы. Мне здесь уютно. Надеюсь, вы поймете.